Смарт-часы с интересным дизайном, отличными материалами, приятным интерфейсом, большим функционалом, GPS плюс GLONASS навигацией, а также водонепроницаемостью 5 атмосфер. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Amazfit GTR 2E. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, то, что сейчас продается довольно выгодно, и то, на что у меня не было обзора. Это Amazfit GTR 2E. Умные часы, чем хороши умные часы от Amazfit? Тем, что они делают много чего для Xiaomi-тов, а Xiaomi-ские часы всегда относительно хороши. Стандартно зэповская программа, что нам здесь обещают, это, разумеется, отслеживание кислорода, разумеется, сна, разумеется, индекс активности, не деловой, а просто физической. Ultra Long Battery Life, длительная жизнь у батареи, и Voice Assistant. Это значит, что микрофон здесь есть. А вот насколько корректно он будет работать и вероятно ли, что будет возможность совершать звонки, допустим, Bluetooth или нет, и как все это будет происходить, мы узнаем в ролике. Но 99,9 в периоде, что нет, нельзя, потому что здесь я не вижу динамиков. Ремешок простой, быстросъемный на стандартные для нас 22 мм. На 22 мм мы великолепным образом сможем все это дело заменить и получить мужские часы, если кому-то нужны мужские. 12 мм ширина, толщина. В диаметре 46 мм. Ремешок отличный, тянется, тактильно, не фонтан, с одной стороны. С другой стороны, а что мы хотели? Две физические кнопки, кабель для зарядки, разумеется, неразборный, не хотят они Huawei копировать. И, разумеется, два пина. К сожалению, он является магнитным, но не бесконтактным. Вот так они будут у вас висеть и заряжаться. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. 30 августа еще разыгрываю 2 смартфона, поэтому подписываемся, не забываем подписаться на телеграм-канал взаимопомощи. В описании там больше 10 тысяч человек и телеграм-канал скидок почти 67 тысяч. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляются смарт-часы в черной и серой и зеленой расцветке. Дизайн привлекательный, на мужской руке смотрится отлично, как и на женской. Носки 2E не ощущаются, как и во время сна, что хорошо. Корпус часов выполнен из алюминиевого сплава, а ремешок на 22 мм из силикона. Ремешок тактильно приятный, не топорный. Сборка самих часов хорошая. На корпусе расположили с тыльной части 2 контакта для зарядки, краткую информацию мелким шрифтом, микрофон и датчики мониторинга здоровья. К слову, на борту биометрический датчик PPG BioTracker 2 с поддержкой измерения уровня кислорода в крови от компании Huami, которая, в принципе, и производит все эти часы. Далее есть датчик ускорения, гироскоп, трехосевой геомагнитный датчик, датчик внешнего освещения, датчик давления воздуха и датчик температуры. С правого бока расположили 2 функциональные кнопки. Верхняя кнопка в стоке отвечает за переход в меню и возврат. Нижняя кнопка в стоке отвечает за переход к тренировкам, и переназначить ее можно, что удобно. Люфт у кнопок есть, но небольшой. Летим дальше. Смарт-часы оснащены AMOLED-дисплеем на 1,39 дюйма с разрешением 454 на 454 точки, плотность пикселей 326 ppi, дисплей без безеля, выполнен он из изогнутого стекла, 2,5D с олеофобным покрытием. Яркости при прямом попадании света на дисплей достаточно. В солнечный день вглядываться не приходится и бликов по минимуму. Автояркость работает довольно хорошо, но медленно. Период включенного экрана максимум до 30 секунд. Вдобавок есть полноценный Always On дисплей с 3 видами заставки. Подсветка экрана поднятием руки срабатывает стабильно хорошо, скроллинг плавный, но изредка проскакивают подвисания. Цветопередача у дисплея хорошая, цвета насыщенные, картинка четкая и приятная. Интерфейс, как вы могли заметить, доступен на русском языке, шрифт хороший, а перевод слегка некорректный. На самих часах есть персонализированные циферблаты, а в приложении есть магазин с неплохими циферблатами. Поставить свое фото на заставку можно. Далее по свайпам сверху вниз это удобная панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. К слову, интерфейс сделали приятней. Да, анимации по минимуму, но в целом смотрится он лучше, чем раньше. Меню обширное, из интересного это система оценки здоровья PAI, измерение пульса, уровня кислорода в крови и уровня стресса. Пульс измеряется в режиме автоматическом с периодичностью в 1 минуту. Уровень кислорода измеряется вручную, что, конечно же, не радует. Мониторинг уровня стресса круглосуточный, и, как по мне, мониторинг кислорода в крови сделали лучше бы постоянным, чем постоянное измерение уровня стресса. У воздуха пульс и кислород в крови не измеряют, на руке показатели меня порадовали, и в целом я доволен их мониторингом состояния здоровья, так как погрешность бывала, но минимальная. Сон считывают хорошо, как и стадии сна и дневной сон. Также есть бета-функция отслеживания
отслеживание дыхания во время сна. Температуру часы измеряют, но температуру поверхности, с которой они соприкасаются. На самих часах графики отображаются корректно. В меню также есть будильник, секундомер и таймер с возможностью работать одновременно с остальными функциями. То есть можете его свернуть. Это такой момент, который свидетельствует о возможности их многозадачности. Погода, компас и плеер для переключения треков. Опять же, треков, воспроизведенных на смартфоне, так как динамика на борту этих часов нет, как и, разумеется, выделенной внутренней памяти, чтобы туда музыку закинуть. В настройках часов, кроме того, что я перечислил, есть еще настройка вибрации, но силу вибрации настроить нельзя. К слову, линейный моторчик неплохой, разбудить сможет и кастомную вибрацию в приложении установить можно. Летим дальше. Bluetooth версия 5.0, при том, что уже есть версия 5.3. Подключить наушники к часам возможности нет, так же, как и нагрудный датчик. Тренировок на борту более чем достаточно. Отслеживание плавания в бассейне, открытой местности. Во время тренировки можно использовать плеер. И, внимание, есть возможность полноценно выйти из тренировки, не завершая ее, и пользоваться часами. За это прям огромный плюс. По-моему, первый раз я у MSFit'ов это вижу. Может быть, они в другие часы тоже с обновлениями это добавили. Но вот сейчас только у этих, хотя они прямым текстом не особо и свежие. Распознавание активности также есть, и срабатывает данная функция неплохо. Местоположение определяют быстро, в среднем до 6 секунд. Из навигации GPS плюс GLONASS микрофон предназначен для голосового ассистента, который, к слову, у меня лично не работает. Это неудивительно, мне кажется, в России он и не будет ни у кого работать. С часов звонить нельзя, как и принимать звонки, есть возможность только сбросить вызов и поставить на беззвучный режим. Быстрых ответов пока нет, и это плохо, может быть, добавят, но я бы на это не надеялся на вашем месте. Уведомления приходят моментально, отвечать на смс нельзя, и быстрых заготовок для ответа, повторяюсь, тоже нет. Смайлики, как и иконки приложения, отображаются, но не все. Аккумулятор на 410 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 2 часа 34 минуты, 20% заряда ушло за трое суток при выключенном Always On дисплее и среднем использовании часов. За 30-минутную тренировку с GPS съела 7%. В общем, в интенсивном использовании они прожили у меня 7 суток, что действительно круто. Вернемся к корпусу. Корпус имеет водонепроницаемость 5 атмосфер. После погружения их в воду с ними ничего не случилось. Весь функционал как работал, так и работает. Внешне на них вода никак не повлияла. Летим дальше. Приложение ZEP доступно на Android и на iOS устройствах. Приложение стало работать корректнее, чем раньше. У меня за время использования провисаний и лагов вообще не было. В приложении можно отслеживать все показатели вашего здоровья. В настройках для часов все практически идентично настройкам на самих часах. Обновить прошивку можно. К слову, обновление прилетало сразу же после подключения часов к приложению, а также через пару дней еще одно обновление. Минусы: нет календаря, нет дыхательных тренировок, нет удаленной съемки с помощью Bluetooth кнопки, нет eSIM, нет NFC, нет возможности подключения к Wi-Fi, нет возможности загрузить музыку на сами часы, это точно не появится. Нет возможности подключить нагрудный датчик, то же самое, нет возможности разговаривать через часы, нет возможности отвечать на смс и нет быстрых ответов. И у меня голосовой помощник, думаю, как у вас, не работает. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Резюмирую. Умные часы Amazfit GTR 2E — это урезанная версия Amazfit GTR 2. К слову, я еще купил Amazfit GTR 2 2022 года. Они как бы обновленные. Ну а 2E имеют отличную автономность, несмотря на наличие встроенного GPS, Always On Display и других полезных функций. Данные смарт-часы имеют великолепную сборку, качественные материалы, и помимо этого они хорошо выглядят и стоят недорого. Я понимаю, что сейчас это не модно говорить дешево, недорого. Часы хороши. За свой ценник однозначно. Не забудьте подписаться на канал. Всем, кто оставит любой комментарий к данному ролику, огромное вам спасибо. Вы помогаете каналу. Разумеется, желательно без мата, хамства и рекламы, или YouTube заблокируют. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.